мы в самом северном городе Карелии, в Кеми, неформальной столице карельских поморов. Здесь течет одноименная река Кемь. Неподалеку место, где она впадает в Белое море. А еще, смотрите, есть птичий базар. У нас есть план, и мы его придерживаемся. Хотим проехать через старейшие поморские села Вирму, Сумский Посад и Колежму, конечную точку нашего путешествия. В самой Кеми же сохранилось огромное количество памятников разных эпох, начиная с мезолита и до расцвета города в роли торгового, судоходного и судостроительного центра. Правда, сейчас большинство туристов знают ее по другой причине. Отсюда на катерах и теплоходах можно отправиться в путешествие к уникальным островам – на Соловки. Еще одно поморское село, куда мы добрались, называется Вирма. Старинных построек здесь сохранилось не так уж и много, примечательна одна. Вот эта церковь, построенная в честь святых Петра и Павла в середине XVIII века на деньги Соловецкого монастыря. А вот и Сумский Посад, который раньше как раз называли воротами на Соловки. Основанный новгородскими переселенцами аж в 1436 году, сейчас Посад хоть и утратил свое стратегическое значение, но остался точкой сборки поморской культуры. И вот мы в Колежме. Это старинное поморское село, где уже 5 веков круглый год занимается рыболовством. Ловят навагу, корюшку, беломорку, а еще собирают водоросли – фукус, анфельцию и ламинарию. В Колежме все дышит морем, рыбацким промыслом и сохранившимися традициями. А главное предприятие – рыболовецкий колхоз «Заря Севера». Едут сюда за самобытным духом истории русского севера. Ну а мы все ближе и ближе к Белому морю. Так, подержи-ка мою ламинарию. Спасибо. Мы на берегу Белого моря. Точнее, в 150 метрах от берега, прямо в Белом море. И сегодня будем узнавать, как живут настоящие поморы, если их найдем. Ладно, признаюсь, далеко ходить не пришлось. Потомственного помора Евгения Легкого мы застали за проверкой сетей. Ведь рыбалка была и остается одним из главных местных промыслов. У поморов даже поговорка есть: море – наше поле. А в поле этом кого только не встретишь. В этом году весна такая затяжная была. И лед долго не выносили. Ветер от севера тут дул. И вот тюленей этих маленьких, наверное, там сотни просто их там вот этих на льду, ты там подходишь, смотришь, никуда не убегают. Но они не пуганые или просто такие? Ну, когда их очень много, они не пугаются на самом деле. Нырнул, тут же вынырнул, через 2 метра опять на льдину вылез, дальше лежит на тебя, смотрит. А еще местные жители – это потомки тех самых поморов, которые строили карбасы – знаменитые лодки Белого моря. Хотя почему строили, семья Евгения и сегодня сохраняет традиционное ремесло. Вполне реально, что можно где-то посмотреть, и там у тебя медведь плывет. Медведи довольно-таки часто, вот когда на лодке так идешь, можно встретить там на берегу. В этом году уже 3 раза встречали. Форма строения карбаса с обтекаемыми обводами делает лодку удобной и легкой на ходу не только для рыбалки, но и для жизни. Расстояния на Беломорье небольшие, тут и до Соловков можно дойти, и до Кеми, а в сезон туристам показывают тюленей и белух. Зависть! Такая морская прогулка – чистый кайф. А еще как с погодой повезло. Но для тех, кто забыл, напоминаю, мы находимся в Арктике. Да, она может быть и такой. Так, ну прошу обратить внимание на мой вечерний лук. А сейчас моя собеседница Марина расскажет, почему мы так с ней потрясающе выглядим сегодня. Ну, сегодня, как у нас состоится поморский ужин, также мы предлагаем гостям, как тебе, одеть наш традиционный костюм. Состоит он из рубашки и сарафана. По-моему, выглядит просто потрясающе. Да. Точно так же, как стол. Быстрее вы уже начать ужин. Да. Несите тарелки.
О боже! Ох, а в меню был рыбный суп, который тут называют жарехой, салат из фукуса, это местная водоросль, к ней добавляют сига, 2 рыбных пирога, закрытый и открытый, в последнем рыбу в тесте запекают прямо целиком, а еще отварная картошечка, соленья и на десерт сладкие пироги с морожкой и черникой. Ягоды для них собирали тут же. Спасибо большое, теперь с понедельника на диету, точно после такого застолья. Поморская кухня, супер. Волшебно. И я даже начала говорить как поморье, поморская. Говорят, есть особый поморский код, который состоит из нескольких пунктов. Проверю себя по итогу нашего путешествия. Первое. Надо хотя бы раз в жизни поймать рыбу. Было, поймали. Второе. Нужно знать поморскую говорю. Пару оборотов выучила. Третье. В повседневной еде использовать традиционные рецепты. Не готовили, но ели, считается. Четвертое. Нужно знать и изучать историю Поморья. Ставлю галочку. Пятое. Нужно хотя бы 10 лет прожить на Белом море. А это заманчиво. До встречи!